Доброе время суток! Сегодня я расскажу, как вязать большого ската. У меня он получился размах крыльев 52 сантиметра, от кончика мордочки до попки где-то 42 сантиметра. Для большого ската нам понадобится пряжа. У меня она темно-синяя и белая. Марку я взяла Аделия. Не сказала, что она самая лучшая, просто мне тактильно она нравится. Один из нюансов: внутри мотка встречается брак. Также потребуются глазки. Глазки 22 сантиметра. И крючок я вяжу обычно 4 миллиметра. В конце видео я расскажу, как связать маленького ската. Вязать его не буду, но просто на словах немножко расскажу. Начинаем вязать с синей пряжи. Это наша спинка. Делаем петельку и набираем 25 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Наш ряд готов. Начиная со второй петли вяжем просто столбик без накида. Так вот, наш хвостик получился. Вот он маленького. Чуть длиннее. Я решила связать немножко короче. Если хотите длиннее хвостик, просто больше воздушных петелек набрать. Теперь в последнюю нашу петельку мы набираем 4 столбика. 1,
4. Делаем воздушную петлю, переворачиваем наше вязание и теперь делаем одну прибавку. Раз, два. Вяжем 2 столбика. Раз, два. И в последнюю петлю, 4-ю, делаем одну прибавку. Раз, два. Итого у нас 6 столбиков. Петелек получится. Здесь же ставим маркер. Делаем воздушную петлю, переворачиваем вязание и без изменений вяжем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Делаем воздушную петлю, переворачиваем вязание. И с той стороны, где у нас маркер, мы всегда по краям делаем по одной прибавке. Раз, два. Теперь 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в последнюю прибавка. Раз, два. Итого 8 столбиков у нас получается. Воздушная петля, переворачиваем наше вязание и здесь вяжем просто 8 столбиков. Воздушная, переворачиваем наше вязание и теперь по краям делаем по одной прибавке. Раз, два, вяжем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6 и прибавка. Раз, два. Опять же воздушная петля, переворачиваем вязание и вяжем уже 10 столбиков. Воздушная, переворачиваем вязание и с той стороны, где у нас маркер, мы в краях делаем прибавки по одной, переворачиваем вязание и вяжем без изменений, без всяких прибавок. И продолжаем так до 36 ряда. В 36 ряду мы делаем также по краям по одной прибавке, а в середине привязываем 36 столбиков без изменений. Итого у нас ряд должен получиться в 40 петель.
Вот мы провязали 36 рядов. У нас получилось бы того 40 столбиков. Я уже провязала 37 ряд. Это 40 столбиков без изменений. Далее сейчас мы вяжем 37 и уже как бы все последующие ряды мы вяжем в каждом ряду по краям по одной прибавке. Вот 38 одна прибавка, 38 столбиков, одна прибавка. Разворачиваем вязание, 39 ряд, опять же одна прибавка, 40 столбиков, одна прибавка. Итого мы так вяжем по 62 ряд. И в итоге у нас получится ряд в 90 петель. Привязали мы 62 ряда. Получилось у нас 90 петель. Теперь с 63 по 68, то есть 6 рядов, мы вяжем просто по 90 столбиков. Провязали 6 рядов без изменений, итого 68 рядов. Теперь вяжем убавки. Убавки мы делаем по краям. С 69 по 75 ряды. Просто по краям в каждом ряду делаем убавки. Вот как делаем. Воздушную, 2 петли провязываем вместе и дальше 86 столбиков и в конце 2 петли также привязываем вместе. Так, провязали 86 столбиков и последние 2 петельки провязываем в одну. Вот. Воздушную. Переворачиваем вязание и сразу же делаем убавку. И до конца ряда в конце также убавка. И нам осталось провязать этот будет вместе с этим осталось 5 рядов. Провязали нашу основную часть. В конце закрепляем, обрезаем нитку. Она нам больше не понадобится. Теперь нужно вывязать вот эту мордочку. Как я делаю? Нужно здесь 30 петель. Чтобы не считать, как оно будет поровну, от каких краев, я обычно слаживаю пополам наше вязание. Вот так вот. Ровненько стараюсь, чтобы оно все было. И отсюда вот от первой петельки 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть вот эта вот петелька, она будет крайняя у нас в ряду. Вот. И вот с этой петельки 30 рядочков сюда провязать. Берем нашу петельку, сюда навязываем наше вязание. И 1, 2, 3, 4 и так до конца 30 петелек привязать. Привязали 30 столбиков, воздушную, разворачиваем наше вязание и в обратном порядке опять же провязываем 30 столбиков обычных. Так, провязали еще один ряд 30 столбиков. Опять же делаем воздушную, разворачиваем наше вязание и снова вяжем 30. Итак, нам осталось 2 мы провязали и осталось еще 5 рядов.
повторить. Вяжем ряд, это воздушно, разворачиваем вязание. И вот так вот повторить 5 рядочков. Итого у нас мордочка получится 7 рядов. Вот мы связали половину нашего ската, синюю. Теперь нам нужно связать белую часть. Для этого мы меняем нитку белую. Ну, я взяла тоже марки. С учетом того, что мы в конце начали вязать с хвоста, здесь мы не будем. Будем начинать просто с обычного кольца. И в кольцо набираем просто 4 столбика. Так. Раз. 2. 3. 4. Затем, ну, как обычно, наша воздушная, переворачиваем вязание и сразу же в первой же петле мы делаем прибавку. Раз, 2, затем 2 столбика мы провязываем обычных, и в последнем мы делаем опять же прибавку. Раз, 2. Затягиваем нашу эту 2. В это же ставим маркер, потому что по этой стороне мы будем делать прибавки. Дальше наше вязание идет точно так же, как мы вязали нашу синюю сторону ската. Здесь вот у нас прибавка, следовательно воздушная, переворачиваем и просто 6 столбиков провязываем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Опять воздушная, и опять у нас прибавки идут в первой и в последней петле. Потом ряд без прибавок, и так вяжем мы до 36 ряда. 36 у нас последние прибавки, 37 ряд мы вяжем без изменений, у нас будет 40 столбиков. Потом уже начиная с 38 мы в каждом ряду делаем прибавки и провязываем до 62 ряда. Там у нас идут 90 петель образуются. С 63 по 68 мы вяжем без изменений по 90 столбиков, а потом с 69 по 75 ряды мы по краям делаем убавки, и у нас будет образовываться 78 петель. Также сгибаем ее, либо можете считать. В середине у нас должно 30 петель. И по 30 петель вяжем 7 рядов. И у нас получится точно такая же часть нашего ската, только без хвостика. Связала точно такую же, как синюю, белую часть. Теперь к синей части нам нужно поставить глазки. У меня глазки каждый раз на новом месте. Ставлю приблизительно, ну где-то ряда 2-3 отступаем. Также отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков, 2-3 ряда и ставим наш
глазик. Здесь тоже 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Так. 3. Смотрим, чтобы он был симметрично. И ставим наши глазки. То есть где-то от начала, от вот этого края отсчитываем 5 столбиков. Вверх берем 3-2 ряда. Здесь то же самое. Отсчитываем 5 столбиков. Вверх 3-2 ряда. И ставим наши глазки. И вот они вот так вот получаются. Теперь закрепляем. Я беру, можно пришить, можно пуговки ставить, кто как хочет. Я беру на безопасном креплении, закрепляем это все дело. И вот у нас вот получится вот такие вот глазки. Здесь будут зелененькие, здесь у меня голубенькие. Теперь нам нужно наших скатов связать вместе. Для этого соединяем нашу беленькую и синюю части вместе. Вот они вот так вот должны будут лечь. Вот наши. И я обычно начинаю, если смотреть на нашего ската здесь с правой стороны, именно где носика, с основания носика начинаю обычно вязать. Берем наш крючок, пряжу. Я буду делать синий, можно белый. Ну, у меня здесь все синие. Вот они вот так вот прошито. То есть делаем просто как окантовку, обметку нашего скатика. Так, соединяем нашего скатика вместе. В основании с правой стороны я обычно начинаю. Можете начинать, как вам удобно будет, с хвостика идти вот так вот по кругу. Но я обычно начинаю именно с основания, с правой, если смотреть на ската, то с правой стороны. Ой, так это слишком много. Вот так вот. Поменьше. Потом мы закрепим, спрячем. Через полустолбики с накидом. То есть делаешь накид, в 2 петельки захватываем, провязываем. То же самое накид, 2 петельки, провязываем, накид, 2 петельки, провязываем, накид, 2 петельки, провязываем. Но у меня не получается, что там в петельку, но старается ровненькими стежками мы это все делаем. Где-то, если некрасиво захват, лучше распустить и перевязать. Все наши кончики, все вяжем, закрепляем, вяжем, ввязываем вовнутрь, чтобы это ничего не было видно. Так. Вот одну сторону связали, аккуратненько уголочек, и теперь пойдем, как бы здесь будет прямая, 15 наших столбиков. Вот так вот аккуратненько делаем, как сказать, обметку нашего скатика. Вот, видите,
видите, вот так вот аккуратненько все у нас получается. Далее, принцип, наверное, понятен. Далее все сами полностью по кругу проходим. Параллельно набиваем нашего ската. Обычно я в крылья можете больше добавить, можете меньше, но в крылья обычно немножко меньше добавляю. Сюда вот поплотнее, чтобы была набита наша подушечка. Как вам нравится? Можно поплотнее набить, чтобы он был более такой пухленький. Можно меньше. Здесь все зависит от вашего вкуса. Крылья такие более свободные, здесь более такая вот набитая у меня получается. Здесь вообще я ставила кончики, они практически не набиты. Здесь такой набитый. Как вам больше нравится? Получился наш скатик набитый. Единственное, что я хвостик решила привязать белой пряжей. То есть довязала до конца крыла, поменяла нить, провязала белой, опять в начале крыла поменяла нить и довязала синей пряжей. Вы можете вязать просто синей пряжей, тогда он получится вот такой вот красивый однотонный. Скатик в принципе готов. Единственное, что как маленькое дополнение, можно пришить белочки ему. Для этого вводим нитку. Обычно. Так. Если вы сможете одним движением сразу же сюда, я так не могу. Так, чтобы более-менее ровненько было. Опять сюда. Так. Вот, ровненько. И начало нашей нитки. Можно было меньше отрезать. Ой, так, все сюда. Просто игрушка большая. Завязываем. Вырезаем. И наши эти, как всегда, прячем. Вот. Вот наши глазки с белочками. Вот такой вот скатик у нас получился. Большой, хороший, мягкая подушечка. Декор. Теперь я расскажу немножко, как можно связать такого маленького ската, да, либо в принципе ската любого размера. Технология вязания та же, единственное, что в количестве петель. Здесь я здесь вязала, в большом у нас хвост получился в 37 рядочков. Здесь можно связать наполовину меньше, то есть будет 16-17 рядочков. То есть у нас самый широкий, здесь получится 20 петелек. Потом начинаем делать прибавки, и вот здесь у нас где-то получается 60 петелек получится. Опять же, тут небольшие закругления, то есть пару рядочков убавки. И все посередке, смотрите, пропорционально вывязываете вот эту мордочку. Хотите больше связать, просто длиннее хвост, вводите там до 60 петель, потом каждый раз прибавка,
там 120 петель, и у вас получится большой. Можно получиться большой скат. То есть, в принципе, никаких сложностей нету. Игрушка достаточно простая и довольно симпатичная. Спасибо за внимание.